страшнее человека зверя нет. И то, что индивид сделал с животным в этой истории, поражает до глубины души. Как-то раз, отправившись на охоту в лес, Максим нашел раненую собаку, привязанную к дереву. Когда мужчина пригляделся к ней поближе, то не мог сдержать слез. Сезон охоты на оленей был любимым временем года Макса. Погода была свежей и бодрящей, и после недельных дождей он был готов справиться со всем, что бы ни преподнесла ему судьба. Он был уверен в том, что сегодняшняя охота будет удачной. Однако, в чаще леса он услышал очень странные звуки, которые были похожи на пронзительный вой. Доносились они из-за большого, старого дуба. Мужчина, не раздумывая, сразу бросился к нему. Зрелище, которое Максим увидел по другую сторону дерева, разбило ему сердце и растрогало до слез. Усталая, истощенная самка собаки была привязана к дереву так туго, что толстая веревка больно врезалась в ее кожу, а на шерсти виднелись многочисленные кровопотеки. Рядом с собакой лежало несколько новорожденных щенков, слепо ищущих тепла и молока у своей несчастной, израненной матери. Собака выглядела испуганной и быстро спрятала своих щенков за спину, увидев незнакомого, подозрительного человека. Максим достал небольшую упаковку вяленой говядины и медленно подошел к животному, давая понюхать ей мясо. Когда она откусила кусочек, мужчина нежно погладил собаку, чтобы показать, что не собирается причинить ей вреда. Он открыл свой рюкзак, достал складной нож и приступил к освобождению животного. Ему приходилось действовать очень осторожно, чтобы не поранить ее. Когда охотник положил на нее свою руку, то почувствовал, как бедняжка дрожит от страха. Максим наконец-то разрезал толстую веревку и увидел, что она оставила глубокий, кровавый след вокруг всей шеи. Измученное животное при этом даже не думало о себе и сразу бросилось обнюхивать и вылизывать своих маленьких щенков. Макс налил в кружку немного воды, и, конечно, собака с жадностью вылокала всю воду. Она даже позволила мужчине обработать свои раны на шее и замотать их шарфом. А Максим понял, что собака все это время отчаянно пыталась вырваться и сильно поранилась при этом. Он с ужасом подумал о том бессердечном человеке, который оставил в лесу беременную собаку, судьба которой вместе с ее щенками была бы очень печальной. Если бы охотник вовремя не пришел им на помощь, исход был бы самым печальным. Максим аккуратно подхватил щенков на руки, стараясь не нервировать их мать, которая, к счастью, спокойно на это отреагировала. Он пошел к своей машине вместе со щенками, а собака медленно брела за ними следом. Добравшись до своего автомобиля, Макс аккуратно положил выводок на заднее сиденье, вот только собака отказалась запрыгивать туда и грозно зарычала на человека. Конечно, он сразу догадался, что животное привезли сюда на похожей машине, которая теперь вызвала у нее приступ агрессии. К счастью, мужчине удалось успокоить собаку, сказав ей несколько добрых слов. После этого животное запрыгнуло в машину следом за своими щенками, а Максим без промедления направился в ближайшую ветеринарную клинику. Там ветеринар проверил, что у животного нет послеродовых осложнений, а также осмотрел каждого из щенков. Врач обработал раны собаки, на которые пришлось наложить несколько швов. Со щенками оказалось все в порядке, им лишь требовалось усиленное питание и специальная питательная смесь, чтобы набраться сил. Ветеринар сделал заключение, что семейство вряд ли выдержало бы еще один день в холодном лесу. Так что Максим вовремя появился там и спас их жизни. Через пару дней мужчина забрал маму-собаку и ее щенков из ветеринарной клиники и повез к себе домой. По дороге он раздумывал, что же он будет делать с ними дальше. Спустя время Макс решил взять с собой на охоту собаку, которую он назвал Бонни, и не прогадал. У Бонни оказался настоящий дар к охоте, и в лесу она стала правой рукой своего нового хозяина. Прошлый владелец собаки также охотился вместе с Бонни, но когда она постарела и забеременела, владелец посчитал собаку настоящей обузой и бессердечно бросил ее прямо посреди леса. К счастью, Максим гораздо бережнее относился к своему новому питомцу, который быстро стал ему настоящим другом.
Друзья и знакомые мужчины, узнав об охотничьих талантах Бонни, с удовольствием приютили всех ее щенков. Самому же Максу не давала покоя личность предыдущего владельца собаки, который бросил ее в лесу на погибель, особенно когда он смотрел на шрам на шее Бонни, который остался от толстой веревки. Он понимал, что это сделал кто-то из местных жителей. Однажды в городе, Бонни, увидев какого-то мужчину, ощетинилась и сердито зарычала. Максим понял, что перед ним был тот самый предыдущий, бессердечный владелец собаки. Сначала мужчина хотел подойти к негодяю и разобраться с ним, но затем он резко передумал, опустился к Бонни, крепко обнял ее за шею и прошептал своему любимому питомцу, что все будет хорошо, и теперь он никому не даст ее в обиду. Спасибо, дорогие зрители, что дослушали до конца. Делитесь своим мнением в комментариях, а также подписывайтесь на канал, где вы найдете еще много интересного.